Привет, это арт-студия Единорог. Сегодня я тебе предлагаю порисовать Лео из мультфильма Тиг и Лео маркерами. Ну что, начнем. Для начала мы нарисуем с тобой эскиз карандашом. Примерно вот в этой области я рисую голову. Голова это у меня неправильный овал, ближе похожий на трапецию с закругленными уголками. Вот такой формы. В этой области у меня треугольное ушко. Здесь у меня второе ушко, но оно прижато. Так, немножко наклонено ближе к голове. Вверху у меня челка. Поправляю овал лица. Будем рисовать тело. Тело у нас вот такой формы. В форме загнутого такого овальчика. И тут же сразу я рисую задние лапки. Задние лапки у тигров, у львов, у всех кошачьих примерно вот такой формы. Здесь я рисую хвост, он у меня загнут и на кончике овальный. Поправляю туловище и начинаю рисовать передние лапки. Передние лапки прямые, достаточно мощные. Внизу вот такой овальчик и вот здесь такая прямая линия. Также рисую вторую лапу, она отстоит, и также нижняя часть вот такой прямо мощненький низ. Чуть-чуть сделаю толще эту лапку, поправлю вот так. И будем рисовать последнюю четвертую лапку, она у нас сзади. Мы ее видим вот так. У кошачьих коленки вот назад, в отличие от людей. Теперь буду рисовать нос. Нос у меня вот здесь в центре треугольника. И второй треугольник меньше вниз, это носик. Здесь у нас ротик. Вот так открыт. Рисуем мордочку. Чуть-чуть сделаю поменьше верхний треугольник. Нарисую ушки. И буду рисовать мордочку. У нас вот такой бровка такая сверху. И такая вот масочка идет у Лео. Для этого нужно мне сделать ниже чуть-чуть голову. Сделала маленькую. Но ничего страшного, мы для того и рисуем эскиз, для того, чтобы мы могли исправить. Не беспокоиться, что у нас не получилось. Мы рисуем хороший эскиз карандашом. Такая мордочка у меня получилась. И здесь глаза. Глаза вот такой формы. В форме пирожка. И зрачок. Зрачок мы не видим полностью, он частично уходит под веко. И также стараюсь нарисовать симметрично со второй стороны. Ты не торопись, если не успеваешь, жми видео на паузу, рисуй так, чтобы у тебя получилось. Смотри, как я это делаю. Если не успеваешь, повторяй несколько раз. В этой области я нарисую клыки и зубки. Передние зубки у них маленькие, а большие клыки самые большие зубки. Так, поправляю линию носа. Хочу нарисовать вот так шерстинки еще. Чуть-чуть в этой области шерстинок добавлю. Сделаю туловище чуть поплотнее. Он у меня получился худоват. И вот в этой области у нас внизу белое пятнышко. И вот так вот треугольником отделим. Поправляю лапки. Лапки должны быть на одном уровне. На это особое внимание мы обращаем. И вот здесь рисуем пальчики. Задняя лапка немножко повыше смотрится, так как она стоит у нас сзади. Проверяем полностью наш эскиз, чтобы он нам нравился, чтобы все смотрелось пропорционально. Если что-то не нравится, поправляем. Вот я опустила немножко попку, сделала ее пониже. Такими рваными линиями рисую шерсть. В этой области лопатки у кошачьих, поэтому мы их немножко выделим. И мордочку вот так соединим с туловищем. Поправлю ушко. Сделаю внутреннюю часть меньшим треугольником. Дорисую рваную челку.
Лишние линии сразу убираю. Вот я нарисовала наш эскиз. Все мне теперь нравится. В дальнейшем я поправляю эскиз, делаю его более прозрачным. Прямо стираю линии максимально, оставляю четкие точные линии, но делаю их полупрозрачными. Затем я беру гелевую ручку и начинаю вот такой рваной линией рисовать мех, шерсть. Штришочками такими. Я рисую гелевой ручкой для того, чтобы у меня был контур. Но был контур не ярко выраженный, а такой легкий, облегченный. Если нет гелевой ручки, можно простым карандашом или черным карандашом просто сделать пожирнее линии. Вот таким образом. Посмотри обязательно внимательно, как я рисую шерсть такими штришочками. Если у тебя не получается, попробуй сначала на листочке. Глаза мы будем обводить более плотной линией, так как глаза у нас акцент на них идет на всем рисунке. Закрашиваю полностью зрачок. Бровки это у нас также шерсть. Но мы их закрашиваем полностью черным и добавляем волосиков. Носик, второй глаз точно так же, как первый. Нужно постараться сделать глазки симметричными. На это нужно обратить особое внимание. Зрачок. И вторая бровка. Также рваные линии вот такой. Но внутри мы закрашиваем, так как это леопард. И у него есть черные пятнышки. Бровки вот у нас черные. Усиляю линию глаз, делаю на них прям акцент. И вот такой облегченной линией рисую мордочку. Обязательно клыки, верхние и нижние. И вот такой ряд маленьких зубиков. Рваной линией рисую мордочку, маска, которая у нас. Продолжаем рисовать туловище. Голову мы соединили с туловищем одним целым, сделали. В этой области у нас идет другого цвета, белого цвета брюшко. В некоторых местах я делаю линию почти пунктирную. Эта ножка у нас находится на заднем плане, поэтому она выглядывает из-за туловища. Мощные лапы. Одна и вторая. Так мы акцентируем пальчики. Вот здесь у меня заканчивается брюшко. Посмотри, как мои линии похожи на шерсть. Потренируйся на листочке обязательно перед тем, как ты начнешь ее рисовать полностью. В некоторых местах я делаю более сильные, более длинные волосы. Это нужно нам для того, чтобы показать, что у нас в некоторых местах шерсть подлиннее. Там, где я делаю едва уловимую линию, почти пунктир, там у нас свет. Сразу же нарисую полоски на хвостике. Сразу же нарисую кончик хвостика, он у нас закрашен в черный цвет. Я рисую вот так вот, делаю неплотную линию, чтобы у меня было видно шерстинки. И ушки, кончики ушков, вот эта вот часть у нас также окрашены в черный цвет. Не смыкаю полностью штрихи, оставляю между ними зазоры.
И второе ушко. Насыщаю вот эту область. Добавляю тону на брови. Немножко акцентирую еще глазки. Вот такой у меня получился уже Лео. Начну раскрашивать. Внутреннюю часть уха я закрашиваю лиловым цветом. Лиловый — это цвет у нас смешанный фиолетовый с красным, с алым. Его называют лиловый. То есть он и не фиолетовый, и не красный. Закрашиваю также нос. Глазки делаю зеленым цветом. Я рисую маркерами, ты рисуй тем, что у тебя есть. Пока я закрашиваю вот так вот равномерно. У меня есть белая гелевая ручка. Если у тебя нет белой гелевой ручки, то можно сделать гуашью, можно сделать корректирующей жидкостью. Мы делаем вот такие точечки, блики на глазах. Это отражение света в глазах. Они у нас всегда есть. Если ты посмотришь в зеркало, то ты их увидишь. И добавляю блик на нос. И у нас сразу глазки становятся живыми. Возьму такой красный цвет и закрашу внутреннюю часть рта красным цветом. Возьму теперь желтый цвет, желтый понасыщеннее, и закрашу шкурку полностью желтым цветом. Закрашиваю равномерно. Для того, чтобы у меня быстрее шел процесс, я беру толстое сопло и вот таким образом закрашиваю нашего Лео. Я оставляю маску белой, она у нас остается белой. Там у нас шерстка белого цвета. Если ты так же, как и я, рисуешь маркерами, то обрати внимание, что нужно рисовать побыстрее, чтобы у нас была заливка однородной. Мы рисуем быстренько и тщательно. Иначе, если у нас будет этот процесс долго идти, то у нас будет наслоение цвета в местах стыка. Грудка у нас тоже белого цвета. Мы ее оставим белой. Ножки я также закрашиваю маркером. Такой у нас уже получается Лео. Нижнюю часть лапок я оставляю белыми. Они также белого цвета у леопарда. И равномерно закрашиваю заднюю часть туловища. Перед тем, как ты начнешь закрашивать маркерами, дай просохнуть гелевой линии, для того, чтобы у нас не получилась размазня. Вот так я закрасила все желтым цветом. Вторым слоем под головой вот эту ножку, так как она у нас на заднем плане, под челкой. Вот в этой области штрихами такими акцентирую. Еще добавлю раз вот здесь под головой.
здесь задняя нога под хвостиком также у нас идет темнее. И вот эта нога у нас прям находится в тени на заднем плане, поэтому я ее полностью закрашу вторым слоем. Возьму светло-светло-серый цвет и вот так вокруг глаз сделаю окантовочку. Также я сделаю окантовочку вот здесь вокруг носа и рта. Это нам даст объем дополнительный, глаза будут более объемными выглядеть. В этой нижней части прямо вот так вот полностью я закрашиваю серым цветом. Я это делаю потому, что у нас нижняя часть туловища находится в тени. Беру потемнее серый, делаю акцент вот здесь на внутренней части уха. Немножко добавляю серым цветом по черному вот здесь. Также добавлю серым цветом вот здесь под челкой, акцентирую челку. Немножко в этой области. Возьму черный цвет и буду рисовать пятнышки на нашем леопарде. Вот здесь около бровок у нас они идут симметричные. И дальше они у нас по голове располагаются примерно в одинаковом направлении, симметрично. Поэтому я рисую с одной стороны и со второй сразу же. Пятнышки такие хаотичные, просто вот такими почеркушечками. Где-то они толще, где-то тоньше. Немножко добавлю черного на шерсть на кончике ушей. Продолжаю в этой области поплотнее пятнышки. Немножко усиливаю линию, толщину линии гелевой, которая у нас была, черным маркером под головой. Вот такой формы в виде подковы иногда встречаются пятнышки. Рисуй так, чтобы пятнышки у тебя не кучились, а находились примерно на таком же расстоянии, как у меня. Чуть-чуть добавлю цвета вот тут, на кончике хвоста. Заметь, на хвосте я сделала пятна понасыщеннее. Иногда я ставлю просто даже прямо точечки. Вот в этой области я усилю нашу рваную линию. Сделаю челку также вот такой рваной линией. Возьму светло-светло-серый и вот таким образом, изображая шерстинки, добавлю теней в этих местах. У нас на задней лапке вот там, под хвостиком, под головой, задняя лапа полностью. И нарисую тень от нашего леопарда, от Лео, вот таким образом. Вот такой Лео у меня получился. Надеюсь, у тебя тоже все получится. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. Приходи ко мне учиться.